Коллеги, приветствую! Я, как владелец строительной компании, часто задаюсь вопросом, должен ли дом служить чисто утилитарным целям и быть комфортным жилищем, или при этом он еще и может быть произведением искусства. Как правильно при строительстве совместить эти два момента, да еще и вписать дом в ландшафт? Сегодня мне повезло, потому что мой знакомый архитектор пригласил меня сделать обзор на дом, построенный в бионическом стиле. Если вы, как и я, любитель всего современного, модного в архитектуре, то обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Это канал ВДТ и я, Алексей Аверьянов. На участке был овраг. То есть ты дом прям сам овраг посадил? Я его как бы обошел. В мировой практике таких примеров немало. Здание проектировалось таким образом, чтобы изнутри ты находился как бы и в природе. Вся эта форма более человечна, что ли. Дальше попадаем в космический корабль. Ага. Слушай, ну вот это я вообще не представляю, как это вот построить такую лестницу. Новые технологии в производстве строительных материалов, а также 3D-проектирования дают возможность архитекторам создавать очень даже необычные проекты. А одно из самых новаторских направлений в архитектуре в последнее время — это бионика. Это сочетание такого органического стиля, вписывание его в природу, в ландшафт. Наверняка вы знаете известного американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, который как раз был основоположником органического стиля, который сочетал природу, ландшафт. Этот дом, конечно, построен не в райтовском стиле. Я хочу вас познакомить с архитектором, автором проекта. Это Станислав Николаев. Привет, Стас. Да, здравствуй. Слушай, расскажи в двух словах вообще, как родилась история такого проекта. Заказчик пришел по рекомендации, и у него был определенный запрос, направленный на конкретный аналог, где он просил повторить один в один. Это архитектор Катара Иде, японский, и его известный дом Ракушка. Это тоже органический стиль, да? Да, это органический стиль в своем построении, в своей логике построения и взаимосвязи с окружающей природой. Но как автору и как творческому человеку, естественно, взять и скопировать, ну, это как бы неприемлемо. И предложил, давайте-ка я сделаю как бы свой вариант. Согласились. Ну, то есть не побоялись того, что это сложно будет с точки зрения вот воплощения в жизнь, непрогнозированный наверняка бюджет. Когда была согласована концепция и в ходе ее проектирования, было сомнение, что это вообще когда-то будет реализовано. Звонок через неделю, запускай рабочее проектирование. Да. Я думаю, да ну, попробуем. Ты назвал это органическим стилем с философией метаболизма. Это вообще что такое? Органический стиль не обязательно подразумевает какие-то бионические формы. В нем есть ключевая идея. Это единение с окружающим ландшафтом и вписывание архитектуру в этот ландшафт. Метаболизм — это некая такая цикличная история. У нас есть времена года, и эти времена года и каждая природа, она должна взаимодействовать с жильцом. И так как сама архитектура, она построена таким образом, что ландшафт как бы втекает внутрь, и так же, как и внутреннее пространство вытекает во внешний мир, житель находится в контакте с природой. Он видит вот эту смену, вот эту цикличность. С какими основными трудностями вы столкнулись при создании такого дома? Основная трудность в самом начале это было придумать технологию, как заливать этот бетон. То есть было несколько вариантов, начиная от того, что из пластика отливать формовку, ставить ее на леса и сверху заливать оболочку. Но это было очень дорого, мы от нее отказались. Далее была рассмотрена возможность напечатать его в 3D. То есть есть 3D принтеры, которые печатают бетон. Но по итогу была выбрана из судостроения, а-ля судостроения, такая технология. Просто ставились ребра жесткости и сверху обкладывались это все листами фанеры. И уже далее там арматура и заливалось это все. Сложность была в том, что залить самую первую стенку. Я просто помню этот момент, когда я приехал на авторский надзор. Эта часть вот как раз-таки под балконом была, это самая-самая первая часть. Сидели ребята-строители, которые гнули эту арматуру и с ненавистью на меня смотрели. Зачем ты это все придумал, да? Да. Сложность была именно вот в первоначальном этапе отработать эту технологию, для того, чтобы дальше уже это все как-то пошло более живо. И так как весь дом, он имеет постоянно изменчивую форму, в некоторых местах, естественно, что-то не сходилось.
понятно. да. А где ты вообще нашел этих строителей, которые способны такое построить? Это представитель заказчика Евгений Маргоев. Он сам с радостью и с таким вдохновением взялся за этот проект, чтобы его реализовать. Получилось такой симбиоз хорошей команды, которая решала как бы креативно любую задачу. Ну что, пойдем проведешь экскурсию небольшую. У нас, конечно, погода — это как раз форма метаболизма. Да, да, да. А как ты определился вот именно с посадкой дома вот в этот ландшафт? На участке был овраг, в котором в дальнейшем уже разместился То есть ты дом прям сам овраг посадил по факту, да? Я его как бы обошел. И было необходимо сделать некую такую барьерную визуальную часть, чтобы отгородиться от соседей. Оконный фронт витражей, он выходит только внутрь участка, создавая какую-то приватную такую зону. И для того, чтобы со стороны улицы дом не смотрелся просто какой-то кучей, необходимо было его еще присадить, утопить. Ландшафтники здесь тоже большую роль сыграли. Да, проектирование шло комплексно. Здесь мы работали с нашими хорошими друзьями. Это Алексей Петелин, «Экопочва», ну, как бы и его команда. В неком симбиозе все это развивалось. То есть была основная концепция, дальше как кожа на скелет натянулся. Но вы их подключили в самом начале еще на этапе проекта? Практически, да. Настолько вот как бы классно так все штукатурено. Это силиконовая штукатурка, она имеет свойство растягиваться, так как здание должно присаживаться. Была выбрана именно такая штукатурка, и практически она нигде не трескается. Вот эти элементы декоративные, это выполнено из металла. А как это можно вот все выгнуть-то? Это же прям в 3 плоскостях гнется, я так понимаю, да? Это с ребром. Золотые руки нашего подрядчика по металлу, да. Опять же, вот решение отбиться вот от это, да? мощения и... Это резинка, что ли? Да, это резиновый плинтус. Слушай, ты это вот никогда в жизни не скажешь. И он отбивает и влагу, и не дает штукатурке разрушаться в стыке. Все эти композиции, ты их тоже сам подбирал? Подбиралось совместно. Это бык. Что-то... Это бык? Это бык, который прошел через коллайдер. Коллайдер? Ну ладно, я буду теперь знать, как выглядит бык. Я вообще люблю вот такие всякие интерактивные вещи, да. Вроде бы забор сплошной, но при этом все так чуть-чуть проглядывается. Здесь, да, такой эффект. Вроде как и хочешь туда заглянуть, посмотреть, что там на участке, но в глазах рябит. И решение очень неожиданно было принято. Да, приехали на металлобазу, и я смотрю, валяются уголки просто. Составил их вместе, забор будет таким. Так, это у нас въезд, да, получается? Да, это въезд, и первое, что нас встречает, это паркинг. Здесь умещается 3 автомобиля. Да, очень комфортно. Главный вход и спуск на участок. А прямо мы поднимаемся и как бы по обходной тропиночке попадаем внутрь двора. Так, расскажи в 2 словах про кровлю. Зеленая кровля. Хорошо отработали и ландшафтные дизайнеры. Вообще отсюда нужно каким-то образом воду собирать. Да? Есть переливные колодцы, через которые уходит, и влага идет по дренажу, по периметру самого здания, ну и, соответственно, там внутри самих этих склонов уходит в колодец и уже дальше переливается. Есть полив, растения выбирались специально, ну и плюс, так как кровля сама по себе живая, она имеет свойство тоже принимать из окружающего мира какую-то растительность, и вся эта кровля приобретает более естественный вид. Это фонарные окна, они были здесь необходимы. Здание с 2 крыльями, и между этими крыльями образуется внутренний приватный двор. Весь фронт остекления, он выведен именно в этот дворик. А свет, ну, естественно, хотелось каким-то образом поместить внутрь помещения, чтобы он был. Были спроектированы такие окна, и каждое окно, оно размещено по движению солнца. В течение дня, пока солнце идет, свет всегда проникает внутрь. У нас есть портал, называется проекты.ру.
architect.ru, да, и мы там собираем различные интересные реализованные проекты со всего мира, и там вот, если честно, в бионическом стиле, кроме вот этого дома ракушка, про который ты говоришь, особо ничего не было. Вот. Вообще, я так понимаю, что это действительно такая новинка вообще в архитектуре. В мировой практике архитектурной таких примеров немало. Это не какое-то исключение из общих правил. Да, я вижу все-таки сейчас пока вот на какие-то квадратные, там, прямоугольные здания, плоские кровли спрос идет. Вот. Это все-таки больше. Но слава богу, что редко. хотя бы это уже начинает появляться в Да, России. да. Мы уходим от помпезной, вот этой вот вычурной классики. Это радует. Слушай, давай немножко про финансы поговорим. Вот сколько стоит создать такой шедевр, ну именно вот сам проект? Ну, наверное, где-то от 1000 рублей за квадратный метр. Рабочее мгм. проектирование, я думаю, что это где-то от 2-2,5 тысяч, ну, как бы в комплексе. Насколько твоя цена проектирования зависит от того, насколько тебе интересна задача эта? Я назвал это с учетом того, что задача супер интересная. Понятно. Мне хочется этим заниматься, да. А еще расскажи, может быть, были какие-то интересные, там, курьезные случаи? Как-то один рабочий приболел, и необходимо было вызвать скорую помощь. Ага. Ребята на скорой приехали сюда. Что они первое дело сделали? Они не пошли к больному, они вышли и начали фотографировать. Говорят, у нас там человек как бы загибается, да, надо помочь. Он говорит, подождет. Слушай, ну прям реально такое пространство, как будто ты вот на улице сидишь. Здание проектировалось таким образом, что изнутри ты находился как бы и в природе. Чтобы этот диалог, он постоянно присутствовал. Слушай, ну насколько вот такие формы реально бионические, да? Тут все бионическое. Вся эта форма более человечна, что ли. Она Да, создает да. некий уют и спокойствие души. Вот Есть это анекдот, по-моему, про тещу. Не знаешь слышал, такой? нет. Построю дом без углов, а то теща говорит, построишь дом, я себе уголок там найду. Слушай, вот это углубление тоже так, да, как-то родилось оно? Углубление, оно имеет философское, что ли, начало, Ага. да? В самом доме присутствует завуалированная японская тематика. Она была клиентом заявлено как бы изначально, да, но заниматься как бы формализмом и просто взять и что-то скопировать там из Японии не очень хотелось. Хотелось это завуалировать немного и символы добавить. Этот круг имеет такое философское начало, как гармония противоположностей, инь-янь, да, такая символика. Если обратим внимание на эту перегородку, она является не только как бы функционально зонирует пространство, но и в ней присутствует классический символ Японии – это круг. Ну, здесь прям реально не кричащая Япония. Вот. Да, внутри дома нету активно кричащих японских каких-то мотивов, но есть в глубине концепция, философия. Телевизора не вижу. Это был запрос, на самом деле, клиента, что никаких телевизоров дома. Слушай, это очень оригинально, мне кажется, да. Как вот вы вот эти стекла здесь сделали? Каждое стекло проектировалось, можно сказать, отдельно. Были, конечно, опасения, что это будет стоить очень каких-то безумных денег. По итогу все относительно там бюджетов этого здания, но оно было достаточно в приемлемых границах. Здесь, получается, в гостиной две зоны у нас, да? Одна вот как бы такая диванная, и еще есть такая кресельная, да? Полный интерактив с природой. Да, она изначально проектировалась как некая кофейная, где действительно можно посидеть и помедитировать и находиться вот как раз в этом контакте с природой, о которой я говорил. Теоретически, если здесь залипнуть надолго, то можно видеть, как меняются времена года. Слушай, вот это прям окно какой-то невероятной формы. Ну, у нее есть определенный радиус, Да. и этот радиус, он практически везде для простоты производства был упрощен. Так, и вот это тоже, да? То есть заход такой на решетке прям на... Да, некоторые детали подрядчиков приводили в шок. Вначале они говорили: господи, что вы здесь натворили, этого же вам никто не исполнит. Ага. Ну, вы исполнили же? Исполнили, да, так же, как и концепция проектировалась. Казалось, что это неисполнимо. А здесь ушли от плинтусов как бы намеренно, так я понимаю, да? Да, была прямая задача избавиться от плинтусов. Во-первых, по причине того, что по радиусным стенам это достаточно тяжело сделать.
попробовать и найти как бы подходящую технологию. Ну и во-вторых, для чистоты архитектурных решений. Здесь также хотелось подчеркнуть всю форму для вечернего времени и создать какую-то определенную атмосферу. И это удалось исполнить за счет того, что поставили технический свет так, чтобы усилить ощущение архитектуры и выделить определенные моменты. Да, то есть он прям вот светит просто на стены, да, это как бы на себя особо внимания не отвлекает? Да, он, во-первых, не слепит, когда находишься рядом, а во-вторых, он равномерно освещает плоскость стены, да, как бы создавая еще более воздушность этого пространства. На этой стене это наиболее видно, то, что она подсвечена практически равномерно. Здесь действительно какой-то такой вот японский мотив, да? Да, здесь изображены карпы, тоже классические символы Японии. Слушай, ну вот это я вообще не представляю, как это вот все построить, такую лестницу. Конструктивная часть, она выполнена из бетона, пеноблоком уже выложены вот эти вот радиусные вещи и аккуратно штукатуренные. Так, это у нас хозяйская спальня, да, я так понимаю? Да, это мастер-спальня, она выполнена в более таких комфортных для отдыха приемах. На полу американский орех, присутствуют предметы искусства, ну и отсутствие телевизора. Шторы у нас открываются. Так, раз. Открываются. Шторы открываются. Когда уже ложишься спать, не всегда хочется вставать и закрывать или открывать шторы. Да, предусмотрены, да, автоматические открывания одновременно штор. все окна. Да. Ну просто с кнопки, да, без каких-то умных там решений. Да. Хотелось, конечно, и систему «Умный дом» применить. Заказчик настойчиво попросил избавить его от этих всех новоделов. Да. Стенку здесь сделали не только как декоративное решение, но и функциональное. И просвечивает, и дает нам возможность что-то видеть. Но и в то же время, если кто-то находится на улице, то достаточно трудно разглядеть вообще, что происходит. Ну, я так понимаю, в хозяйской спальне любой должен быть гардероб, да, и, соответственно, санузел. Конечно, здесь, да. А как можно гардероб вот такой круглый организовать? А здесь хитрое пространство, и оно не кажется таким маленьким внутри. Слушай, да, и очень прям оригинально. Слушай, и функционально, то есть у тебя, в принципе, есть очень много чего повесить, и вот эта форма круглая тоже, она здесь соблюдена. Это у нас санузел. О, палубная доска. Да, здесь применен тик, который создает ощущение добротности и богатства. Если посмотреть, между каждой доской идет прорезиненная поверхность. Раковину делали по эскизу, подбирали камень, с цельного камня ее высекали. Интересная просто история. Повесили радиатор, он другого цвета должен был. И вообще он здесь не должен был быть. Понятно. Когда приобрели эту скульптуру, я говорю, давайте мы ее сюда будем ставить. И если отойти, теперь это все одна композиция. Ну, кстати, да. Перед инженерами ставилась задача, чтобы окна фонарные, они не запотевали. Интересное решение совместно мы разработали. Чтобы не запотевало окно, сюда должен поступать воздух. И у нас приток воздуха в дом, он идет через вот эти оконные проемы. Одна из гостевых, спален. Но опять же, везде символика присутствует, не мог об этом забыть. Картины, вот, кстати, хотелось бы обратить внимание, помимо того, что предметы искусства мы добирали в Европе, часть картины рисовал наш локальный художник. Очень удачно вместилось. Если еще приглядеться снизу вверх, то мы видим вот эти вот желтые вещи, которые тоже имеют перекличку. Дальше попадаем в космический корабль. Здесь что кабинка делалась конкретно под помещение по эскизу, что столешница под Столешница раковину. Вообще вся цельная, да, с встроенными раковинами? Да, это искусственный камень. Во всем доме это такое пространство, где попадаешь куда-то в иное. Да. Удалось поработать здесь с фабрикой Антонио Лупи, давно хотел с ней поработать.
Это один из тех случаев, когда технические вещи, в данном случае это полотенцесушитель, обретает какой-то эстетический характер и хорошо гармонирует. А как такая стена делается вообще? Что это? Это серийная плитка. А где у нее границы? Попробуй найди. Они Не, правда, плитка это что? Это вот какой в этом и фокус. А можно еще попробовать найти лючок здесь. Здесь есть лючок? Мне кажется, ты издеваешься надо мной. Следующее помещение – это спальня вторая. Она черная. В определенный момент супругу заказчика данное решение немножко смутило. Существует такое опасение, как бы стереотип, что черный цвет, он давит, влияет как-то негативно. Мы договорились таким образом, что давайте мы просто попробуем покрасить. Да. Вы придете, просто почувствуете пространство. Дальше решим. Ну, возьмем валик, перекатаем это все в другой цвет. Но когда все это покрасили, был, естественно, тот эффект, который мы ожидали. Что мы оставляем черный. Не, ну если бы не было вот такого панорамного окна, то, конечно, бы это все давило бы. А тут как бы ты в природе, черная, вот, но ты на самом деле у тебя весь акцент все равно на улице. Конечно, да. В данном помещении присутствует вот один из предметов искусства, который подбирался в Европе конкретно. Ты сам ездил, выбирал? Да, я взял с собой коллегу, которая тоже очень как бы разбирается и любит искусство, потому что здесь важна была любовь и понимание, какой предмет зайдет в этот проект. А как это вообще происходит? Галереи ты посещаешь какие-то там? Да, есть дизайн-проект. Уже в момент реализации я прошелся по всему пространству, просто чтобы его почувствовать, где бы, чтобы хотелось добавить, что было не учтено в проекте. Дальше составлен был список галерей, которые нужно посетить и посмотреть. И поехали в Голландию, потому что это как некая цитадель современной архитектуры. И, ну, и искусство, как бы, оно тоже присутствует очень много. И хотелось это все совместить, и я просто люблю Голландию. Следующее помещение – это кабинет. Он ориентирован, изначально проектировался еще на стадии концепции архитектурного проекта, его расположения, да, и непосредственная связь с природой, потому что, ну, в кабинете хочется спокойно работать, что-то делать, и должно присутствовать какая-то атмосфера, которая способствует этому всему. Мне здесь очень кресло нравится, можно прям расположиться здесь и, наверное, забыть о любой работе. Да, они способствуют именно расслаблению и тому, что можно немножко отвлечься от работы и посмотреть предметы искусства. С этого балкона уже открывается, собственно, вид на участок. А это получается, что герметик, нет? Это у нас имитация плинтуса. Здесь большие радиусы, и пришлось как-то креативить. И придумали такое решение, как закрыть это все резинкой. Просто это резинка? Да, специальная резинка отливалась Г-образной формы, которая вставлялась вот как раз-таки в щель между стеной и напольным покрытием. Стас, ко мне в последнее время стали часто обращаться киношники, хотят снимать какие-то оригинальные дома, да, для своих там фильмов, не знаю, для сериалов. Дом бомбический, я не знаю, насколько как бы, собственник готов вообще его предоставить для съемок, потому что его вот прям с руками оторвут. На самом деле такая возможность есть, и она обсуждалась, и на определенном этапе даже там реализации мы с заказчиком об этом говорили, то есть я предлагал, давайте попробуем, пустим ребят, которые будут снимать там клипы, фильмы или еще что-то в этот объект, потому что он действительно имеет не только функцию жилья, но и его можно использовать действительно как какую-то красивую площадку. Друзья, если среди вас есть продюсеры, локейшн-менеджеры, те, кто вообще как-то завязан на киноиндустрию, пишите мне в комментариях или личными сообщениями в любую соцсеть, я вас обязательно свяжу с собственником, и здесь можно будет действительно очень хорошее, качественное кино заснять. Здесь тоже есть интересное помещение, черный санузел. На мой взгляд, достаточно интересно получилось. И здесь есть тоже такая история о неразделенной любви.
Это вот эти фигурки, да? Фигурки, да. Ну да, вот так вот получилось, что это получилось в туалете. Чтобы над этим поразмышлять. Она любит его, он любит ее. Самая довольная это она. Любит его. Скорее всего, она вообще никого не любит и вот тянется. Посетители тоже сам свои выводы сделали. Ну, конечно, да. И пища для размышлений. Мне нравится история в том, что даже вот в гостевом там санузле художественная ценность тоже присутствует. Везде хотелось каждый уголок наделить какой-то маленькой историей, каким-то смыслом, для того, чтобы можно было поразмышлять. Да, это круто. То есть это вот вообще как оно все зарождалось, да, насколько я понимаю? Вообще эскиз, он был отрисован от руки, то есть это был скетч. Слушай, я вот недавно размещал опрос, да, что скетчи вообще они умрут или нет, да, потому что сейчас засилие 3D-визуализации. Но я так понимаю, что ты там за 5 минут 3D-визуализацию такого объекта и не сделаешь, да, не построишь. Да, конечно, но естественно это там не за 5 минут нарисовано, потому что идет определенный процесс и рождение самой концепции. Таких скетчей на один дом там их может быть достаточно много, да, но потом, когда понятно, какая идея, он уже берется один, дорисовывается и отдается уже в производство для визуализации. То есть ты здесь нарисовал от руки, а дальше уже там интегрировал это Да, это человека. в фотошопе просто доделано. Слушай, а вообще возможно 3D-визуализацию вот, не знаю, интерьеров, экстерьеров такого дома сделать? Конечно, можно, но это, конечно, других усилий требует, да, там и профессионализма, но все под силу. Ну, здесь была 3D-модель? Да, дома? здесь была. Но она уже воссоздана по как раз-таки скетчам. Почему скетчи, они важны? Для того, чтобы вот тому же самому визуализатору и пояснить какие-то моменты, как все это должно выглядеть. Ты сейчас можешь в режиме реального времени нарисовать что-нибудь? Давайте попробуем. Даже меньше, чем 5 минут. Ну вот как-то так. Понятно, что это некая абстрактная история, там, за 3 минуты нарисована. Да. Но когда есть техническое задание, какой-то определенный есть функции, то уже идет, естественно, проект, это анализ, это описательная часть, а потом уже я беру ручку и начинаю что-то рисовать. Ну как вам, друзья, хотели бы жить в таком доме? Лично на меня этот дом произвел огромное впечатление. Воплотить такой непростой проект и сделать это действительно очень качественно, это дорогого стоит. Пожалуйста, поделитесь вашими мнениями в комментариях. Я лично считаю, что будущее лежит как раз в некой гармонии новейших технологий, архитектуры, и вот это все должно быть естественно вписано в природу. Это гораздо лучше, чем эти бетонные коробки городские, это бездушные муравейники или человейники, как их называют. Я бы отдал бы все, чтобы именно недвижимость развивалась вот в таком направлении и была бы действительно близка к природе. Я напоминаю, что если у вас на примете есть интересные, элитные, современные, такие высокотехнологичные дома, то обязательно шлите мне, и я с удовольствием приму ваше приглашение и сделаю подробнейший обзор по ним. Это был ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.